Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я буду готовить цыпленка тапака. Именно тапака, а не табака. Цицили тапака, как говорят в Грузии. Итак, у меня тушка. Конечно, маленькую я не нашла. Здесь 1 килограмм 200 грамм, но все равно получится очень вкусно. Обрезаем кожуру. Если есть горло тоже удаляем. Курицу, конечно, я предварительно помыла всю и высушила. Вот эти вот кончики крылышек вы можете не удалять, а просто их вот так подвернуть. И будет тоже хорошо. Но я их всегда удаляю. Хвостик я тоже обрежу. Обрежу вокруг лишнюю кожу. Она не нужна. Все должно быть очень красиво и аккуратно. И теперь разрезаем тушку по грудке. Режется она легко. Немножко вот так разрезали и надавили. Готово. Ни в коем случае тушку не отбивайте. Вот так надавили, косточки уже хрустят. Никакой скалкой бить тоже не надо курицу. Все хорошо разровняли. Она все равно у нас при обжаривании под прессом будет плоской и хорошей. Теперь тушку хорошо солим и перчим с 2 сторон. Хорошо все втерли снаружи. И то же самое сделали изнутри. Этому рецепту меня научила моя подруга, грузинка. Нам понадобится обязательно 1 лимон. Одну половинку мы выжимаем внутрь. Косточки выбросим. Хорошо все смочили лимоном. И с наружной стороны то же самое, второй половинкой лимона. И теперь тушку оставим мариноваться и пропитываться специями на 1-2 часа. 1 час будет достаточно. А если вы хотите, чтобы она была еще вкуснее, сделайте с вечера и оставьте на ночь, а утром будете готовить. Пока тушка маринуется, чеснок мелко натереть, раздавить на прессе, как вам удобно. Чеснока много не бывает. Каждый делает по своему вкусу. И теперь все специи по 1 чайной ложке. Кориандр, пажитник и горький перец чили. 50 грамм растительного масла. И все тщательно перемешать. Это будет наша специя для обмазывания тушки. Пусть тоже настоит и хорошо все пропитается и перемешается между собой. На сковороду немного растительного масла. 30-40 грамм будет достаточно. Тушку начинаем обжаривать с кожурой. Сверху любую тарелку или емкость, которая подходит по размеру, и гнет. К сожалению, у меня нет сковородки, которая называется тапа.
Но ничего, все равно будет все очень вкусно и прекрасно получится. Смотрите, курицу нужно обжаривать в целом 15 минут с одной стороны и 15 минут с другой стороны. Я вам советую разделить это время на 2-3 раза. То есть 10 минут с одной, 10 минут с другой, потом опять переворачиваем. Или по 5 минут, как вам удобнее. Плитки у всех разные. У кого-то газ, у кого-то индукционная, у кого-то электрическая. Поэтому следите, пожалуйста, за процессом. Все время переворачиваем. Не забываем ставить сверху тарелку гнет. Я 2 раза перевернула курицу. И теперь я наношу специи, хорошо смазывая тушку. Все тщательно везде-везде, внимательно, не стесняемся. Половина объема снаружи и половина потом с другой стороны. Нанесли специи и перевернули курицу. Опять тарелку, опять гнет. 3 минуты обжарили. И снова наносим специи. И повторяем все то же самое. Не забываем, кусочек масла, примерно 20-30 грамм, этого будет достаточно. Чтобы курочка получилась ароматной. Конечно, лучше найти тушку до килограмма, но у нас это проблема. У нас все тушки начинаются от 1,2 кг и выше. И готово. Наш цыпленок тапака готов. Спасибо Грузии за такой прекрасный рецепт. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Готовьте с любовью!